свое время вы работали в Северной Осетии, насколько я понимаю. Вот в какой степени эта нехватка стратегических моделей ощущается на уровне населения, на уровне простых жителей? Ну, вряд ли из них все политологи задумываются о том, есть ли у государства стратегия развития или нет. Или на каком-то подсознательном уровне вот это отсутствие мотивов развития, оно ощущается обществом? Для меня знакомство с Осетией было таким открытием. Первое, что меня как поразило, это очень хорошее отношение к русским. Второе, это в ходе наших исследований выявилось острейший фактор – это неопределенность будущего и страх будущего. Психологический страх будущего, которого нету в Казахстане, в Азербайджане, который есть в одной из республик Российской Федерации. Конечно, страх будущего связан с возможными конфликтами, прежде всего, но в данном случае четкий экономический план развития Осетии, пусть даже простые люди его бы и не понимали до конца, я скажу цинично, но он бы все равно выполнял такую лечебно-профилактическую роль, психологическую роль. Наличие перспективы у страны. Я думаю, что отчасти таким лекарством будет план Хлопонина. Хочется пожелать ему удачи в продвижении этого плана, потому что это один из первых, на самом деле, таких экспериментов, пусть на субрегиональном уровне, экспериментов стратегического планирования. Но опять-таки без политической воли федерального уровня, боюсь, что будет инфляция этого плана на каждом из последующих этапов утверждения бюджетных расходов. Вернемся к постсоветскому пространству. Какие тренды, по-вашему, будут в ближайшие, может быть, 5-7 лет определять развитие вот всех трех групп государств, о которых вы сказали? Вот назовите, может быть, по-вашему, наиболее важных, там, 3-4 тренда. Мы сейчас входим в череду больших выборов, начиная с Киргизии, Азербайджана, Молдовы, Беларуси, а дальше Россия, Украина, Казахстан. И некоторые данные наших социологических опросов в России и в сопредельных странах предупреждают, что, возможно, все эти выборы будут иметь особенность по сравнению с предыдущими политическими циклами. Происходит глубинный процесс в общественном сознании, процесс переосмысления исторического времени и исторического момента. Фонд «Общественное мнение» в России в ряде сопредельных стран провел такое исследование, которое называется «Исторический опыт населения людей к нынешней эпохе, к предыдущей эпохе и ожидания в отношении будущего». Идет на этом уровне достаточно динамичный процесс, быстрый, потому что такого рода замеры делались в начале 2000-х годов, и сейчас Фонд «Общественное мнение» к ним вернулся. Если тогда оценка исторических эпох была как бы застывшей, сейчас начался динамический процесс переоценки. А это в последующем приведет явно и к переоценке политических предпочтений. В чем конкретика этого динамики? Конкретика этой динамики. Раньше была такая картина соотнесения: советское время, 90-е годы, настоящее. И при резко негативной оценке лихих 90-х годов, как отрицательной эпохи. Сейчас круг исторический расширился, достаточно позитивно, вот эта удивительная тенденция, достаточно позитивно стали оценивать достаточно большие группы населения поздний советский период, то есть период, так или иначе связанный с перестройкой, а в сопредельных странах с приобретением независимости, с самыми первыми годами независимости. И второй тренд – это рост симпатий при взгляде в будущее, не скажу прозападных, а проевропейских симпатий. Это связано, видимо, с расширением опыта, с тем, что большее число людей бывает в Европе, и
на Европу смотрит в определенном смысле на Евросоюз как на определенный образец хорошо организованной жизни и образец интеграционных процессов. А насколько политика в сознании постсоветских граждан остается персонифицируемой? То есть политика это личность обязательно какая-то, допустим, в Казахстане Назарбаев, в Азербайджане там Гейдар, Ильхам Алиев, в России Путин. Или политика это уже нечто более сложное, менее субъективированное, больше связано с какой-то идеологией, программами развития. То есть все-таки что преобладает, субъективное или объективное? Думается, для наших стран это будет только усиливаться фактор субъективный, фактор личности. Возможно, это такова историческая традиция, но роль личности очень велика. В этом смысле, конечно, Киргизия является экспериментом с попыткой построить парламентскую республику, провести конституционную реформу и построить парламентскую демократию. Но те же исследования в Киргизии говорят о том, что вот на фокус-группах в интервью люди говорят, что у нас вот этот хаос, это постоянный гражданский конфликт не окончится, пока не появится сильная личность, которая... Такой, как Путин. Да. С одной стороны, движение к парламентской демократии можно расценивать как проявление евротренда. Да? Но при этом у населения обратный процесс. Тяга к сильной руке и желание, чтобы порядок, стабильность и устойчивость был наведен кем-то, кто будет вот эти качества лидера проявлять в полной мере. Как это совместить? Вот это очень глубокая вещь. Люди хотят европейских стандартов жизни, но не хотят или не воспринимают европейские процедуры. То есть пусть у нас будет тоталитарный правитель или авторитарный, правильно так сказать, но при этом у нас будет как бы все как в Европе. Думается, что наши страны все подошли к очень интересному моменту в своей истории независимой государственности. И успешные страны, такие как Казахстан и Азербайджан, и неуспешные страны, все равно будут вынуждены задуматься над определенной реформой государственности. Но без грубого заимствования тех или иных моделей, европейских или китайских, а находить собственные решения. То есть наши элиты находятся сейчас перед очень креативной задачей. Находить решения, выражаясь старым языком большевиков, вопросов госстроительства, дальнейшего вопросов госстроительства, и решать задачи в этих вопросах госстроительства, решений на которых готовых нет. Я бы не сказал, что нет запроса на демократические процессы, но они не могут сводиться к сугубо процедурам ОБСЕ и к сугубо европейским процедурам голосования. В связи с этим можно наперед дать прогноз, что, видимо, будут востребованы и получат развитие во всех наших странах некие инновационные инструменты демократии, прямой демократии.